разломы такие. Я залезу? Залезу. Так, ну и все. Сейчас здесь разделимся и занырнем. Ну, с Богом. Ну что, друзья, новый день. И теперь пополнил запас бензина. И теперь я отправляюсь. Первая точка у меня взята. Теперь отправляюсь к началу первого маршрута, который я себе там нарисовал. Вот посмотрим, что я там себе там понавыдумывал. Надо быть осторожным с этим асфальтом. Действительно, скользкий асфальт. Уже совсем другое дело. Это вот туда нам надо. Посмотрим, что я там поназадавал. Вот он, вот он. Эзелик. Короче, до флажка мне еще километр, а вроде как вот эта фигня здесь. Но здесь я понял так, что входа нет или что. Вон там 9. Наверное, как раз оттуда вход и есть. Вот видите, стеночка, да? Угу. Ну что, атеисты, эволюционисты, пойдем смотреть, как строили древние обезьяны. А? Наверное, макаки были. Там были орангутанги, а здесь макаки. А? Ну что это за колоночки? Так себе. Так, ну ладно, пощупаем. Вот эта кладка. Смотрите, да? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Здесь какой-то. Здесь опять. Сейчас туда поднимемся. Вот, да, размерчики. Размерчики, ёшкин кот. Ну тут очевидно такая стена была. Так, вон она идет туда. Тут это все обвалилось. Так вот оттуда с горы, видать, все это разрушилось. Здесь тоже чуть-чуть остались остовы такие. Вот даже вот эту штуковину обработать, да, ставить вот отверстия, замки просверлены. Ну кладка, да. Люди работают. Вот тоже
Еще одна стена. После, конечно, храма в Дидиме это так, деревня. Вот, поднимемся туда. Потом я хочу пролететь на дроне. И я не знаю, из-за жары, но только включаю, буквально 2 минуты у меня камера начинает, глючить. Поэтому, может быть, много не получится снять. Вот, поднимаемся здесь. Вот как выбраны здесь. Как бы это на месте их выбирали, швы проходили или как. Или так рубили. Вот что вы, размерчик. Да? Это, видать, кладка тоже другая. Но все равно мощнейшие камни. Смотрите, зазоры, да? Все. Так, 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 так. Вот только я тоже лежал, думал, вот какой-нибудь там камушек попадется на том краю, да? Это же камни везде. Поднял, там камушек попал, он уже вот так. Там полградуса, градус. И все строение потом поплыло. Нет. Как так? Как так? Что они там? Метелкой выметали эти камни. Ё-моё, я золото нашел. Вот оно. Слиток. На обратном пути с собой возьму. У меня место освободилось чуть-чуть. Хочется сказать железобетонно. Нифига. Железобетон тут вообще отдыхает. Ух ты. Вот. Ну, вот тут размеры-то соответствующие, да? Вон она. Комната. Тут я бы не сказал, что были громадные люди. Ну, посмотрим дальше. Но все равно впечатляет. Сейчас вон там стену покажу вам. Вот, смотрите, что я нашел. Вот это, вот пол. Это все одна скала. Вот смотри, вот они рубили. Пол вырубили. И потом пошла стена. Вот он, этот камень. Вот этот угол. Это основание скалы. Они просто вот так вот выбрали все. Вот тесали. Вот представляете, да? Ну видно, что так вот, так. Такое ощущение, что просто под тем инструментом он был как такой из прессованного песка. Ни больше, ни меньше. Вот угол, да? Угол. Хобана. То есть это как? Вот эту скалу они выбрали. Потом что? Положили вот этот, да? Тут они выровняли вот этот. Потом сверху этот вырезали тут быстренько так. Все, современная цивилизация. Нифига, мозгов не хватает, да? Додуматься до такого. По крайней мере, мне точно не хватает. Вот косяк. Пожалуйста. Ровное окошечко с кривым камушком. Офигеть просто. Ну, сейчас дальше пойдем. Вот она, стена-то. И вот это вот дверь. Вход. Посерьезнее будет. Внутри полая. То есть они одну сторону камня обрабатывали. Но это понятно. Это был удар оттуда, изнутри, с горы. Потому что это был, я так считаю, что был потоп. Я думаю, что это тоже допотопное сооружение. И как вода. И вот она туда уходила вниз. И какую-нибудь каменюга
ударил, когда это еще под водой находилось. Вон туда сейчас поднимемся. Это так, для обзорности. Вот, но тем не менее, полые стены, да, лицевая сторона и стоит, да, стена стоит. Стоять будет, не колохнется. Это вам не деревянные туалеты, ё-моё. Еще интересная деталь. Вот окна, да. И в каждом окне выбрана вот такая вот по периметру, кроме верха, да. Ну, такое впечатление, что сюда так оконная рама вставлялась сюда. Оп. Вот она выбрана, вытесана. Там, в каждом окне, здесь, видите, то есть камни были установлены, все здесь, и потом отсюда вот выбиралось. Да? Но и на двери точно так же, вот, ну, примерно того же размера. Вот это так вам размерчик сопоставить. Как их можно было туда идеально ровно поставить? Идеально горизонтально. И так, и так, и так, и углы это просто. Причем нету никакого смягчающего, так сказать, да? Там раствора чуть-чуть сюда подбавил, там стрельнул. Нет, камень тун. Если ты его как бы, он у тебя не идеально 90 градусов, все. Вот это наша избушка. Вот. Ну, у них заимствовали камушек один, второй, ну так вот натолкали сюда. Вот тут так. А? Чувствуете, да, разницу? Тут раствором замазали, тут камушек, ну, допустим, этот на угол сюда поставили, тут лишнее. Все, избушка готова. Можно сказать, почему бы не. О, туалет. Кстати, надо сходить. Как вам вот это? Вот. И вот так. Я вот так понял. Вот она. Скала оригинальная. Тут они выбрали, вот они. 90 градусов. Горизонт выбрали. Тут, не знаю. Тут, наверное, они плазму поставили, точно. Туда, встроенную. 100 пудов. Тут отрезали все. Вот еще, смотрите, ступени. Вот ступени. Да, тут какой-то стык. Здесь один камень входил, там второй. Это все дальше вот так вот шло. Здесь поднимались. Вон, эта скала использовалась. Скорее всего, здесь еще что-то было. Они все это дело... Вот это, видать, откололось. Рабы все строили. Вот я раб. Умный, с техническим образованием. Ну, не умный, ладно. С техническим образованием. Вот. Таблицу умножения знаю почти. Вот. И мне скажут, вот там вот камень, надо его 90 градусов. Знаешь? Знаю. Вот, сделай. Вот. И туда принеси. И все. Это будет единственное задание, которое я не смогу сделать. И меня повесят. Или съедят. И так со всеми. Поставьте себя на это место. Причем здесь рабы. Как вам вид? Да. Знали толк, где строить. Что там на равнине? Вот тут построй.
А как вам вот это, ребята? Ё-моё, там вон еще. Ёлки-палки. А что там? Ну я сейчас сварюсь. Там вон еще какая-то терраса выдолблена. Так, ну вот это совершенно точно, это гробница. Ну, с минимум с 3 саркофагами. Вот один. Никого там нет. А то со света я не вижу. Вот он. Вот второй. Вот третий. Смотрите, как сделано. Крыша, потолок. Вот видите, камни как замки. Они знали точно, как сделать, какого размера камень. Знали точно, что это никогда не разъедется ни в стороны, чтобы не было. Здесь вот так вот выбрано. Вот вход. Вот еще тут вход. Очевидно, для чего-то. И я так думаю, тоже что-то, наверное, закрывалось. Да, вот похоже на двери. И вот эти саркофаги ровные. Такие. Попробуй сделай из этого камня вот такой вот. А вы все говорите, гром ударил, испугались, начали поэтому в Бога верить. А нафига саркофаг делать? Что я еще увидел? Сюда вышел. Вот. Видите? Здесь. Так, с этой стороны покажу. Вот. Похоже на окно. Но, смотрите, основание-то вот это. Это скала. Вот она. Вот она. Они ее выбрали. Потом сделали горизонт. И потом только стали ставить вот эти камни. Вот они стоят. Посмотрите. Вот как можно выбрать скалу? Ну вот она. Вот. Видите?
Я сейчас скажу, окей, я вот так вот срежу. Чем? Да? Чем срезать? Долотом. Причем, кстати, вот эта версия такая смешная, на первый взгляд. Да, такие были технологии, просто утерянные они. Забыли. Как можно забыть одновременно всем? Все цивилизации. На всех континентах. Да, ну, вот эти каменные постройки допотопные, они в Индии, там, где в Америке, здесь, где угодно. Вот, чуть-чуть разные, но примерно те же самые технологии применялись. Да? И потом вдруг раз на всех континентах все забыли. А? Что, коронавирус, что ли? Вот, ну, версия эта смешная, лишь только потому, что, да, именно что-то произошло, что перестали существовать все те, кто этим владел. Все. Кроме одной семьи, которую спас Бог. Вот и все. Всемирный потоп. В Торе там указаны там некоторые моменты вот, по обработке камня и так далее, и так далее. Кстати, есть такой один эпизод, я вот совсем недавно обратил на него внимание. В Торе, когда Моисею, ну все знают Моисея, было повеление сделать одежду для священника Аарона, брата его. Вот. И у него стоял такой бронежилет, нагрудник у нас по-русски переводится, нагрудник, но это такой бронежилет, потому что это как на иврите бронежилет также называется. Вот. И там 12 таких отделов, и в эти 12 отделов должны были положены 12 камней, таких драгоценных камней, там этот тон. Вот. И один из камней – алмаз. Но проблема в том, что эти камни должны были ограненные быть, обработанные, да? То есть алмаз должен был быть обработанный, и на нем, на каждом камне должны были написаны имена колен Израиля. Вот только представьте, на алмазе нужно написать имя. Самый твердый материал, но на нем нужно написать. Поэтому это было поручено, и это было сделано. Не сказано как. Вот я смотрю тут, сколько тут уровней. Вот основание. На основании еще один. Еще один. Видите, тут они выбраны вместе. То есть как бы здесь очевидно другие камни. Да. Потом еще одно. Представляете, сколько там слоев? И это все просто идеально, ровно, горизонтально. Да? Вот я сейчас прошелся, приятно ходить, ровненький. Вот еще одно. Тут еще одно возвышение. Вот, ну вот эти колонны тут понаставили. Я так предполагаю, это чисто так. Не факт, что они здесь стояли. Возможно, стояли. Возможно, нет. Комплекс, так скажем. А вот можно вот так щебеночки машинами навозили. Тут я уже ходил. Вот он угол. Я так думаю, что вполне возможно вот этот камень, ну, понятно, что он лопнул, покосился. Наверное, он как-то стоял ровно, как такой шар. Тут они вырезали, там, видать, вот так вот было построены стены. Вот. Потому что там вон слева гробница. И тут вот, и может в этом проходе были какие-то построены, что-то это все вот сюда скатилось.
Buongiorno. Хай. Похоже на настоящее. Очевидно, вот эти камни были, наверное, вот так вот и вдоль были выложены. Вот они валяются. 100 пудов. 100 пудов. И что? Чтобы размерчик вам сопоставить. Криво стоит, похоже. Знаете, почему криво? Я тоже думаю, что криво. Эти так стоят одинаково, а основание, видите? Это тут уже сдвинуто. 100 пудов не отсюда. Так что это они откуда-то подобрали. Вот это, кстати, показатель из готового материала с современными технологиями, с подъемными кранами поставили, пойдет раз и криво. Вот так. А вот поставьте вот такой камушек. Ёлки-палки. Вот это глыба. Тут, похоже, просел фундамент. Я так думаю. Кажется. Да, наверное. Хотя вот этот вот сфера, вот эта. Вот они, камни тоже, да, сферические, трапеции сделаны. Это всего в 20 километров от той последней, где я был. 20 километров. То есть здесь камни получше, надо сказать. Я имею в виду мрамор вот этот по качеству более такой белый. Сейчас там посмотрим. Вот они поставили. Вот это вот все, вот так вот, могут только наши строить. Вы видите? Даже из готового. А вы только представьте теперь, вот это вот нужно вырезать из куска скалы, да? Вырезать, обработать, принести сюда и поставить. И поставить так ровно, идеально ровно. Горизонт и вертикально. Вот это технологии. А вы говорите, эволюция. Какая нафиг эволюция, блин? Эволюция. Это я еще ругаться не начал. Скоро начну. Древние допотопные существа с палкой-копалкой, они бы просто хохотали, если бы наши пригнали подъемный кран, мудохались бы здесь, я не знаю, бы неделю искали и вот так бы поставили. Это все, что может современная цивилизация. Вот так. Ну, вот такие вот такие кладки. Вот это тоже мы можем, да. Это мы можем. Вот это вот налепить. Все щели, зазоры бетоном зальем, раствором. Вот так. Вот они, колоночки-то. Стоят и не шелохнутся. Тряси, не тряси, лей, не лей. Вот. Но, конечно, потоп свое дело сделал. Постройки, я думаю, это было второстепенное значение имело разрушить эти постройки. Нужно было уничтожить, перезапустить, так сказать, человечество. Иначе бы всем пришел бы конец. Всем. Превратились бы мы бы во всяких этих рептилоидов и прочую нечисть. Или они просто нас всех сожрали бы и все. Вечными рабами бы были. Недоразвитыми.
А так вот сейчас ходим, смотрим. Ну, молодцы. Ну мы-то выжили. Вот, друзья, это уже интересно. Вот смотрите, да? Но вот она все равно конусом идет, колонна. Вот они ее сделали идеально круглой. Да, вот. Здесь шел инструмент, вот, да, потом здесь прекратилось. То есть как бы эти нарезались позже. Да? А интересно, знаете, что вот эта плита современная, вот эта плита современная, это нашего века. Вот это старое, это новое. Это все старое, это новое. Вот они попытались сделать уже под это самое, ну почти угадали. О, и вот это тоже новое. Ага, молодцы, а? Ну тут подкалывалось чуть-чуть. Ну смотрите. Ну классно, эту поставить на эту, и уже мы достигли того уровня. Точно? Может быть, все-таки я не прав? Может, правда эволюция? Может, мы в конце концов эволюционировали до того уровня-то уже точно? Научились делать? Вон еще. Ну, сейчас посмотрим. Вот. Вот он. Видите? Ну, там чуть-чуть сколы. Но более-менее. И так обработано неплохо. Ну, простенько так. Как бы не многогранник, и там фигур нету вырезанных прям в камне. Ну, на станке завернули. Ну, правда, лопнул тут. Ну, это бывает. Че? Вот они блоки. Нарезали, напилили. Вот уголочек откололся. Ну, стыки, правда, да, вот видите. Здесь сошелся, а там нет. Песочек попал. Вот здесь идеально. Идеально. Потому что лежат еще на этих плитах. Так, смотрим. Вот это да. Вот, да. С зазорчиками, правда, беда, конечно, выходит. Трава растет. Тут скрепили замочком на всякий случай. Вот, видите, да? Хоп. Эх, не угадали чуть-чуть. И тут, эх, чуть-чуть. Вот, тут почти получилось. Ну, тут, ну вот, да, все-таки чуть-чуть плита пошла не туда. Молодцы. Скоро обезьян догоним. А я вот, интересно, вот такую мордочку сумеют сделать, нет? А? Тут-то, так сказать, не пройдешь так вот. Тут надо мордочку вырезать. Или вот, пожалуйста, вот эти. Что это? А? Вот тут еще одна мордочка была. Интересно, смогут они делать такое когда-нибудь? Ну, я думаю, ну, ближайшие, наверное, 200 лет точно нет. А может и 500. А потом они скажут, нафиг надо. Ну, смотрите как. Да? Смотрите как. Вот это что? Ну. Вот. Вот мордочка. Лев. Ага. Это вот мрамор. Ах ты! Да тут еще и вода текла. Ага. Вы только посмотрите-ка. Так вот раз и сюда. Ну что тут зубилом-то вот тут? Все. Только сначала надо камень сделать, мордочку, а потом зубилом чукнуло и отвалилось. И тебя сразу повесят. Потому что нужно будет новый камень искать. Они знали, что не отвалится. Да.
Мощно. Вот тут тоже. Собирается. Ну, это, понятно, она горизонтально стояла. Сюда вода собиралась и туда бежали. Я думаю, было уж красиво, да? Такие козырьки, и из львиных пастей бежит вода. Круто. Вот, а интересно, вот такую фиговину заморочивается, а? Вот с такой вот вафелькой. А? Сможет? Наши технологии смогут такую фиговину сделать? Вот она сюда, это сюда тут паз вставлялся. Вот смотрите, здесь еще. Вот они друг друга вставлялись. Ну да. Вот они. Красавцы. Все из белого мрамора. Это сейчас он тут уже, понятно, коррозией покрылся. Вот, а еще вот смотрите, что есть тут. Да. Вот это вот штуковина. Ага. Вот она. Вот она. Такую выдолбить. А? Слабо? Слабо. Фига себе, блин. Как это вы делали все? Ну, у меня есть, так скажем, как она называется-то? У меня есть версия. Вот, но. А вот такие вещи. Такие вещи. Это не просто, это же как сфера там такая. Видите? Обалденно. Это потолок. Я уже заметил, у них потолок, в потолке такие вот сделаны. Такие квадраты в потолке. Сейчас посмотрим. Вон, возможно, мастера оставили свои портреты. Бывает же так. Вот у нас художник, там где-то много-много людей, и где-то он там себя нарисовал. Это потолок. Эти плиты, скорее всего, потолочные. Вот что мы тут видим. Шишка или что это? Ананас. Вот одно лицо. Какое-то свирепое. Вот еще одно. Это на виноград похоже. Вон еще. Так, кто тут еще у нас есть? Это тоже какие-то символы. А, вон там что-то. Тоже символы, да. Цветы. Разные деревья. Вот мужик. А вот птички на ногах с руками. Вот. Да. Как так выбрать, а? Каких форм только нету. Вот. Я, конечно, прошу прощения за то, что я с такой легкой издевкой говорю. Вот. Но дело все в том, что это касается атеистов, эволюционистов и всяких им подобных. Потому что это опровергает все их убеждения абсолютно. Всякие рабы с кучей веревок, каких-то там с зубилами, с молотками, это просто бред. Вот. Железо-то было изобретено, по-моему, вот как раз хеты. Ну и что толку с этим металлом? Бесполезно. Вы же понимаете, что это хоть зубило, хоть даже алмазный наконечник тебе дадут, ничего не сделаешь. Вот. Остается другой вариант, это, ну, якобы
технологии, которые утеряны. Я имею в виду, опять же, у тех, тот, кто отрицает Бога. Вот. Но утерять все знания одновременно по всей земле невозможно. Вот. За исключением, конечно, как я уже сказал, катастрофы в виде всемирного потопа. Но тогда это и говорит о том, что никакой эволюции нет. Понимаешь, придется с этим согласиться. А Святая книга права. И она права. И там в Святой книге, в Библии, конечно, вот, особенно в Торе, и особенно если ее будет читать специалист на иврите, да, и переводить на русский, вот, тогда не в переводе, да, а вот в современной интерпретации, так скажем, вот, тогда там открывается масса вещей, становится понятным, откуда это, как, что это происходило между строк. Вот, поэтому я так и высказываюсь с издевкой, потому что я знаю, что основная, наверное, масса зрителей моего канала так, ну, покрутят у виска, все. Дед на солнце перегрелся. Вот, кстати говоря, да, не забываем, что это авторский канал, мой, имеется в виду, который вы смотрите. Это авторский канал, и автор имеет право высказывать свое суждение, свое мнение. Я не претендую на истинность, истинен только Бог. Вот, все остальное имеет, так скажем, погрешности в ту или иную сторону. Но погрешностью рознь. Одно дело плюс-минус, а другое дело, что разные направления. Это тоже надо иметь в виду. Вот. Поэтому у меня есть разные мысли по поводу, как это все происходило. Кстати говоря, вот есть кто-то говорил, что якобы, опять же, утерянная технология разжижения камня, я там слышал. Но это тоже не работает. Это даже если, скажем так, можно придать, разжижить поверхность камня и придать там какую-то форму, вырезать и перенести и поставить. Причем я там не заснял уже, потому что не было возможности. Храмы все смотрят на север, да? Но север смещен, потому что ось Земли после потопа сместилась. И северный полюс был где-то вот сейчас в районе Гренландии. Вот. В районе Гренландии. Кстати, никто не задавал себе вопрос, почему северный полюс, как бы его и нет, да, там практически снега-то уже это самое тает, да. А Гренландия, которая там южнее, да, там белая шапка такая и осталась. Ну вот это и был полюс. Вот, существует там масса книг, апокрифов, всяких мидрашей. Вот, это не значит, что, конечно, прям им нужно доверять полностью, да, копировать. Вот, но это дает представление о мыслях тех людей, того времени и так далее. Короче говоря, да, вот вне контекста Библии это невозможно, во-первых, все это осмыслить, понять. Вот. А если разбираться в деталях, то и в деталях священная книга дает ответы. Да, и все пазлы сходятся, так или иначе. Поэтому вот так. У кого есть другие предположения, теории, взгляды, пожалуйста. Кто против-то? Никто не против, и я даже не против. Ищите, отвечайте на эти вопросы. Вон, видите, как кладка, да? Тык-тык-тык. Уложены камушки. Да, красиво. Вот. Вот, только, знаете, не такую бредовую идею, лишь бы, чтобы это противоречило Библии. Вот и все. Главная задача. Главная задача — откройте, как это было все сделано. Вот. Возможно, я поговорю, может быть, об этом где-нибудь там на привале, может, так побеседуем, я не знаю. Вот. Будет ли это кому-то интересно. Вот, да, и мне особо
не хочется распыляться, знаете. Вот. Оно приятнее, когда оно остается как бы в сердце. Я, короче, 40 градусов, мама родная. Все, я сейчас где-то 80 километров до предполагаемой моей ночевки. Абьюзер перешел, гребет нормально. Ух ты! Да. Место-то красивое. Ветер горячий-горячий. Я не знаю, как мотоцикл еще не перегревается. А? Прям вот горячий дует в лицо, вот, в руки вот сюда аж прям. Как из духовки. Никого. А? Ё-моё. Как вам? Построенная, но... Фига себе. Вода есть. Откуда? С той бочки, наверное. Фига. Туалет хороший такой. Бизнес, видать, не пошел у людей, лишь что. Все, danke schön. Думал, ладно, поеду пока вниз посмотрю. Тут вот магазин, мужик вот сейчас, где я остановился. Я ему говорю, мне воды надо, карта не идет. Он такой, ладно, я тебе так дам. Достает бутылку воды. Ну, я думаю, что, они и так там не жируют. Я ему 2 евро дал. У меня мелочь была. 2 евро. Думаю, пусть. Он посмотрел, 2 евро. Пока я эту бутылку на мотоцикл привязывал, он мне еще одну тащит. Потом говорит, давай лимонад, я тебе еще дам. Я говорю, не надо ничего, спокойно. Хватит. Ну, еще одну бутылку взял. Ну, так вот символами показал. Говорю, может, мне здесь заночевать можно? Они говорят, да, гуд. Ну, фиг ее знает. Так, где-то я видел тут вот дорожка. А вот она. Ага. Сейчас развернемся. Туда я хотел под дерево. О, каменюки. Ставлю, думаю, что за шум, что-то там, как водопад, ветер. Вот только что, вот он приходит сюда. Ага,
Ага, вот. Только что я успел палатку поставить. Такой штиль был, тишина. Так. Сейчас, думаю, мне надо это... 2 колышка у меня лишних осталось. Сейчас надо засобачить. Я уже палец вот камнем. Так, ну, главное, я успел поставить домик. Если сейчас ливанет, по крайней мере, будет где отсидеться. Сейчас я закреплю палаточку быстренько, попрочнее. Все вещи туда стаскаю. Ну и посмотрим, что из этого получится. Все-таки мотоцикл накрою чехлом, чтобы его не так было видно, чтобы он не бликал. Сейчас просто подумал, такая тишина, вообще такая тишина. 2 дня я на этом кемпинге за деньги лежал с затычками всю ночь. А сегодня, смотрите, да, какая тишина. Мухи слышно, как летают. Все, я сейчас ужинаю и отдыхать буду.